Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! На днях я прочитала очень интересное эссе в газете «Helsingin Sanomat» «Старики у власти опасны». Ее автор Матти Исоханни, эмеритус-профессор психиатрии университета Оулу, человек с большим научным авторитетом. Тема стареющих лидеров у власти сегодня особенно актуальна. Наверняка многих интересует, можно ли доверять мировой безопасности людям, которых уже затронули возрастные изменения. Поэтому приглашаю послушать мнение опытного психиатра. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Слово эмеритус-профессору психиатрии Матти Исоханни. Старики у власти опасны. Психическое состояние Дональда Трампа вызывает серьезные вопросы, считает профессор-эмеритус психиатрии Матти Исоханни. О президенте США Дональде Трампе, рожденном в 1946 году, нет доступных ключевых медицинских данных. Врач со стороны не имеет этического права оценивать здоровье политика. Поэтому я опишу публичную дискуссию вокруг Трампа, а также приведу общие научные сведения о работоспособности пожилых людей. 4 президентов США умерли во время исполнения обязанностей. 4 были убиты, а 7 покушений оказалось неудачными. Президенты умирали раньше, чем их проигравшие соперники, возможно, из-за стресса. Президент Линдон Джонсон, отказавшийся от 2-го срока из-за болезней и политических ошибок и умерший в 64 года, сказал: «Мой кошмар – быть человеком, который нажатием кнопки начнет Третью мировую войну». Известно, что 1/4 президентов США страдали психическими расстройствами, повлиявшими на их работу. Среди них Теодор Рузвельт и Линдон Джонсон – биполярное расстройство, Уильям Тафт – расстройство сна, Вудро Вильсон, Келвин Кулидж и Герберт Гувер – депрессия, Джон Кеннеди – употребление стимуляторов и Ричард Никсон – злоупотребление алкоголем. Президент Джимми Картер отмечал, что нет способа гарантировать адекватность человека, принимающего решение о применении ядерного оружия. К счастью, запуск ракеты требует участия нескольких лиц. Из-за злоупотребления алкоголем окружение Никсона было вынуждено контролировать его приказы. Кто контролирует Трампа? В его нынешнем лояльном окружении нет сдерживающих фигур, которые были в его первый срок. Болезнь президента может сделать политику непредсказуемой, как это было в Финляндии с Кьюйоси Каллио, Ристо Рюти, Карлом Густавом Маннергеймом и Урхо Кекконеном. Лидеру трудно обратиться за помощью при психических проблемах. Для политика безопаснее сходить в бордель, чем к психиатру. Резко выразился Арнольд Худшнекер, личный врач Никсона, потерявший место, когда начал учиться психотерапии. В книге «The Dangerous Case of Donald Trump» «Опасный случай Дональда Трампа», опубликованной в 2017 году, 27 психиатров и специалистов по психическому здоровью оценили состояние президента. Книга не всегда надежна и не привела к конкретным действиям, но поднимает важные вопросы. Основные ее тезисы: поведение Трампа объясняется гипоманией, злокачественным нарциссизмом или бредовыми идеями. Он создает кризисы, а не решает их. Он непригоден к должности, умственно неполноценен. Скорее плох, чем безумен. Президент США обладает колоссальной властью и ответственностью. При Картере в 1979 году сбой в системе сообщил о 2500 ракетах, летящих в США. Ответных мер не предприняли. У Кеннеди была сильная команда и способность решить Карибский кризис. Как поведет себя Трамп, если тревога поступит в 3 часа ночи, а на решение будет всего 10-30 минут? Недееспособность президента можно компенсировать передачей власти по 25-й поправке к Конституции США, но ее применяли редко и почти никогда против воли президента. В книге безуспешно предлагалось создать независимую медицинскую комиссию, ежегодно оценивающую здоровье президента и вице-президента или действующую в экстренных случаях. История человечества полна насилия. Одна из причин – готовность наполовину прирученного человека-хищника следовать за жаждущими власти старыми лидерами, такими как Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Али Хаминеи или Беньямин Нетаньяху. Именно таких людей
С мозгами, застрявшими в каменном веке и аграрной эпохе, избиратели выбирают и получают то, что заслуживают. Особенно молодым и женщинам стоит противостоять разрушительности, которую нередко несут старики у власти. Когнитивные функции начинают слегка снижаться после 70 лет и значительно после 80. У 15-20% людей старше 65 лет есть нарушение памяти и мышления. От средней или тяжелой деменции страдает 10% людей 75-84 лет и 35% людей старше 85. Конец президентского срока Трампа может осложниться когнитивными проблемами, как это случилось у ровесников Джо Байдена, Маннергейма и Кекконена. Главные грехи политики – примитивные модели мышления, которые нередко проявляются в политическом поведении и решениях. Они снижают уровень политики и подрывают мировую систему, основанную на правилах. Часто результатом становится воинственное, авторитарное и популистское лидерство. Искажение восприятия, оптимизм и обобщение заставляют политика переоценивать свои способности и верить, что он способен решать даже чуждые ему проблемы. Мечтания ведут к провалам. Трамп считает себя в особом божьем благоволении и стремится к Гренландии, Газе и Нобелевской премии мира. Человек, знающий мало, полагается на убеждения, которые ему удобны, ошибка подтверждения, на первое попавшееся впечатление, эффект якоря, или на информацию, которая легко всплывает в памяти, ошибка доступности, или видит мир черно-белым. Действия Трампа торопливы и хаотичны. Для него, похоже, существуют только хорошие или плохие люди и вещи. Журналист Боб Вудвард, начиная с Никсона, написавший книги о 9 президентах, посвятил Трампу 5 работ. Его вывод суров: Трамп не способен к интеллектуальной деятельности, не доверяет экспертам и госслужащим, не успокаивает народ и не признает ошибок. Он опасен для своей страны и не тот человек, который должен быть президентом. Почему же Трампа все-таки поддерживают? Его успех отражает стремление к американской мечте малообразованных людей, находящихся под угрозой безработицы и социального исключения. Высокомерный и плохо ведущий себя, но храбрый, красноречивый и богатый Трамп дарит сторонникам надежду. Если он справляется, значит, и я со своими недостатками смогу. Для своих сторонников он лучше всего именно тогда, когда для остальных он хуже всего. Мечтам беднеющих слоев угрожают конкуренция, цифровизация и глобализация. Легкой и стабильной работы становится все меньше. Богатства растут, но без процветания остаются средний класс – рабочие, афроамериканцы и латиноамериканцы. Трамп вовлекает значительную часть народа в демократические каналы, и этим, возможно, частично препятствует еще более антидемократическим процессам. Подобные явления известны и в истории Финляндии, в ультралевом движении и феномене Веномо. Непредсказуемые действия самого могущественного человека в мире могут сдвинуть закостеневшие процессы с места, но насколько рационально? «Не позволяй хорошему кризису пропасть впустую», — говорил Уинстон Черчилль. Стратегия безумца Макиавелли или авторитарный популизм могут встряхнуть систему еще и потому, что политика западных демократий часто не справляется с национальными и глобальными переменами. Во втором президентском сроке Трамп действует еще жестче, чем прежде. Но что будет в конце этого срока? Может быть, это всего лишь мечты, но есть шанс, что качество политики Трампа улучшится. Может ли даже Трампа чему-то научить Сибирь, размышления о конце президентства, собственной смертности и посмертной репутации? Примитивное нарциссическое удовлетворение, связанное с лестью, импульсивными оскорблениями, ссорами или самовосхвалением, не приносит настоящих перемен. Для успешной трампистской революции нужен зрелый нарциссизм, который предполагает умение опираться на госаппарат, использовать чиновничество и развивать международные связи. Мой смелый прогноз: по мере развития второго срока примитивность и непредсказуемость Трампа уменьшится, а государственная мудрость возрастет. Разведка США, анализируя личность Адольфа Гитлера, смогла предсказать его самоубийство. Возможно, и Финляндии при выработке политики в отношении Трампа стоило бы учитывать мнение гериатров и психиатров, это могло бы обогатить политическое суждение.